В 2008 году компания Yamaha пополнила свою линейку круизеров XV1900 новой модификацией Raider, она же Star Raider. Этот мотоцикл представляет собой кастом-версию в агрессивном стиле с удлиненной вилкой, низким сиденьем и широким 210 мм задним колесом. Сложность инженеров компании заключалась в том, чтобы совместить стиль, вдохновленный чоппером, с шасси, которое обеспечивало бы превосходные характеристики. Райдер должен был иметь отличную управляемость и отличные ходовые качества, совместно с хорошими динамическими показателями, что собственно им и удалось сделать. Помимо обычной версии, японцы параллельно выпустили и S-модификацию, которая отличалась большим числом хромированных деталей, включая нижние концы передней вилки. Сердцем XV1900 Raider является высокопроизводительный двухцилиндровый V-образный мотор воздушного охлаждения объемом 1854 кубических сантиметра с развалом цилиндров 48 градусов и нижним расположением распредвала. Такое толкательное управление клапанами снизило высоту двигателя, что в свою очередь понизило центр тяжести для более легкого управления мотоциклом. Четырехклапанные головки цилиндров обеспечивают оптимальную эффективность дыхания для получения высокой мощности на всех оборотах. Сами клапаны имеют увеличенный размер, впускные 36 мм, а выпускные 31 а их коромысло укорочено для уменьшения инерции при работе на высоких оборотах. Две свечи зажигания на цилиндр обеспечивают более быстрое и полное сгорание топлива для достижения максимальной выходной мощности, которая составляет 100 лошадиных сил и 168 Нм крутящего момента, доступного уже с 2500 оборотов в минуту. Гидравлические подъемники клапанов, приводимые в движение сдвоенными распределительными валами, обеспечивают исключительную производительность и значительно снижают требования к техническому обслуживанию и настройке. Коленчатый вал выполнен с одним штифтом, что дает особый V-образный звук и ощущение пульсации. Оптимизированная масса маховика и коленчатый вал без демпфера позволяют водителю ощутить всю мощь двигателя. Однако для снижения вибрации и повышения комфорта два балансира были расположены на обоих концах коленчатого вала, что в свою очередь свело к минимуму размеры корпуса двигателя. На его компактность также повлияла и система смазки с сухим картером. Цилиндры с керамическим композитным покрытием диаметром 100 мм обеспечивают равномерное рассеивание тепла, уменьшают вес, уменьшают трение и увеличивают срок службы. Окованные поршни отличаются прочностью и легкостью. За питание отвечает инжекторная система с двумя 43-мм дроссельными заслонками, которые имеют датчик положения. Система обеспечивает отличную реакцию управления газом, максимальную мощность во всем диапазоне оборотов и, конечно же, экономичность. Заявленный японцами средний расход топлива 6,2 литра на 100 км, что весьма кстати при довольно маленьком баке, объем которого составляет всего 16 литров. При снаряженной массе в 347 кг Райдер от 0 до сотни разгоняется весьма бодро, за 4 секунды, а максимальная скорость составляет 200 км в час. Всю мощь на заднее колесо передает ременная передача, которая имеет меньше потерь, чем привод от вала, и снижает неподрессоренный вес, обеспечивая отличные характеристики задней подвески. В ремень встроены шнуры из углеродного волокна, обеспечивающие невероятную прочность и долговечность.
улучшенную управляемость помимо легкой и прочной трубчатой алюминиевой рамы отвечает и передняя 46-мм телескопическая вилка Каяба с ходом 130 мм, а также задний моноамортизатор с ходом 90 мм. Стоит отметить, что передняя вилка с большим вылетом обычно обеспечивает хорошую устойчивость на прямой, но часто приводит к плохому управлению в поворотах. Однако инженеры Yamaha не захотели жертвовать управляемостью ради стиля. Поколдовав с рулевой колонкой и вилкой, они получили общий ее угол наклона в 40 градусов и несвойственную для кастомных мотоциклов легкую спортивную управляемость. За торможение отвечает два 298 мм диска с 4-поршневыми суппортами спереди и один 310 мм диск сзади. Весь мотоцикл сделан очень качественно, а многочисленные элементы дизайна, выполненные по индивидуальному заказу, делают райдер столь же потрясающим, сколь и мощным. 2017 год стал последним годом производства модели, после чего она окончательно покинула конвейер.